Девчат, всем большой привет, с вами Дарья. К сожалению, не получается у меня в последнее время выкладывать обзоры. Не получается их снимать, потому что введен режим самоизоляции. И вся семья находится дома. То есть у дочки учеба дистанционная из дома. Закрыт сад. Точнее, сад не закрыт, но мы сами забрали ребенка из сада, пока вот это все не пойдет на спад. Вот. Ну и, конечно, младший тоже не способствует созданию видеороликов. Поэтому вот веду сейчас такой мини-репортаж из своей машины. Потому что машина — это, наверное, единственное пространство вот за последнее время, где я могу находиться одна, куда-то выезжать. Вот сейчас я поехала в аптеку и... знаете, что я увидела? Я вот сейчас выезжала со стоянки аптеки и увидела, что в нашем спальном районе в городе размещают тех, кто приехал международными или внутренними авиалиниями. У нас вообще в регионе режим самоизоляции, и также подписан отдельный указ о том, что все новоприбывшие авиарейсами, они должны соблюдать 14-дневный карантин. И вот таких людей принудительно изолируют. И если раньше их изолировали куда-то за пределы города, в пансионаты или там детские лагеря, которые сейчас еще не работают, то сейчас я увидела, что их очень успешно изолируют также и в гостинице, которые находятся в спальном районе города, чему я была очень удивлена. Вот сейчас я вам сделаю вставочку из этого видео и покажу, как это все выглядит. Их привозят на машинах, знаете, как вот преступников везут на суды, да, такие вот закрытые машины с решетками на окнах. То есть люди, они, фактически как преступники, наверное, там перемещаются до места изоляции. Смотрите, что хочу вам показать. Город Иркутск, спальный район, микрорайон Солнечный. И вот таким образом к нам привозят тех, кто прилетает заграничными рейсами и внутренними рейсами. Таким образом их прямо посередине спального района определяют в гостинице, в ночлежке, для того, чтобы люди пережидали карантин. Насколько оправданно это делать вообще в центре города, особенно тащить это все в спальный район, я не знаю. Насколько мне известно, в других регионах таких людей с этих рейсов их выселяют за пределы города. Но вот у нас, видите, как преступников вот в таких машинах их перевозят. Не знаю, может быть, уже места закончились за пределами города, их свозят в те места, которые единственные свободные остались внутри города. Возможно, это не только в нашем городе, а и в остальных. Напишите, как в ваших городах это происходит. Может, я зря переживаю, но мне, честно говоря, не совсем уютно знать, что по соседству со мной вот такие вот такое вот происходит. И вообще весь вот этот режим в последнее время, он напоминает мне сценарий к зомби-апокалипсису, фильму зомби-апокалипсиса. Вообще что-то нереальное. Я не паникую ни в коем случае, но я вижу, как у нас ходят патрули по улицам.
Я, кстати, сейчас обратно поеду, я тоже постараюсь заснять это. То есть ходят патрули и к пешеходам подходят, что-то им задают вопросы, что-то им, видимо, говорят, предостерегают. Не знаю. Пока что штрафов у нас в регионе не было за нарушение режима самоизоляции. Ну вот, не знаю, чего ожидать в будущем. Но в сложившейся ситуации, мне кажется, самое разумное – это сохранять спокойствие духа, не паниковать ни в коем случае. И, конечно, нужно относиться как-то более человечно к тем, кто рядом с вами находится, кто рядом с вами живет. Потому что уже во многих местных пабликах, во многих чатах я читаю ужасные абсолютно вещи, которые призывают людей заваривать двери своим соседям, если вы стали свидетелями того, что ваши соседи недавно вернулись, например, из отпуска. Вот, есть такие личности, которые призывают их запереть, доносить на них. Вот я как бы не сторонник вот таких методов. Знаю, как вообще может взбрести в голову такое вот писать и говорить и думать. Желают смерти людям, вот, опасаясь того, что вот такой человек, он может заразить их или их родственников. Но на самом деле протокол лечения вот этого коронавируса, он допускает такие случаи, что легкие лечения, они излечиваются дома, на домашнем режиме. То есть не всех кладут в больницу. И уж, конечно, не всех подключают к искусственной вентиляции легких. Это уже прям совсем очень тяжелые случаи. Поэтому я вас призываю не паниковать, не поддаваться вот этому античеловечному настрою. Потому что все это неправильно. Так. Приехала в торговый комплекс. Не знаю, открыт он или нет. Надо попробовать зайти. Ну что, поздравьте меня. Торговый комплекс работает. Ничего не закрыто. И, к счастью, работает магазин канцелярии в этом торговом комплексе. Благодаря чему я вот купила тетради ребенку для выполнения домашних заданий. Вообще у нас все тетради выдают учитель, выдается все в школе. Но так как нас сейчас до 30 апреля закрыли на дистанционном обучении, да, тетради у нас, как оказалось, нету для выполнения домашних работ. И вот я купила, заехала ребенку. Такие вот, ей нужно 2 линейку. Такие обычные. И 2 вот такие, просто в клетку. Вот. А еще сейчас покажу вам, что я заказала в аптеке. Выкупила. Итак, я, конечно, не призываю предаваться панике, но так как по Москве идет уже достаточно подтвержденный слух о том, что парацетамол раскупает и его просто нет в аптеках, то я на всякий случай тоже заказала по упаковке парацетамола. Вот. И заказала еще вот такую штуку, сейчас выкупила. Это то, без чего мы не можем. Вот такая паста детская Биорепе для ребенка. Она изготавливается в Италии. И президент паста тоже изготавливается в Италии. И сейчас вот с разгаром этой эпидемии, я не знаю, что будет с поставками зубной пасты, поэтому я решила выкупить, чтобы было у нас еще есть немножко. Ну вот запасы таких вещей, я считаю, делать оправданно.
есть это не то, что я поддаюсь какой-то панике или разжигаю панику, призываю там, да, закупайтесь быстрее парацетамолом или чем-то еще, но вот такие вещи, которые в ближайшее время могут исчезнуть, а они необходимы вам по здоровью, по показателям здоровья. Вот такие вещи следует все-таки запасти. Ну, вот запасы гречки, там, не знаю, макарон, тушенки мы не делаем, потому что, вот еще раз вам показываю, что продуктовые магазины, они все работают. Не закрывается у нас ни рынки, ни магазины, ни супермаркеты, все работает. Люди есть, людей не так много, как обычно, но люди есть, ходят, покупают. Кто-то ходит в маске, кто-то ходит без маски. То есть это личный выбор каждого человека. И, конечно, на тех, кто ходит без маски, никто не смотрит криво, никто не косится, там, не делает замечания, что почему вы ходите без маски. Вот, и я считаю, что это правильно, потому что выбор людей, забота и защита своего здоровья, она зависит только от конкретного человека. Ну что же, продолжаем наш диалог, монолог, продолжаем нашу беседу. Вообще, я сегодня тестирую фиксатор макияжа. Хочу рассказать о нем поподробнее. Сегодня весь день тестирую его и чуть позже вам расскажу свое мнение об этом фиксаторе. Но пока что мне все очень нравится. Вообще нравится, как он работает, нравится, как выглядит лицо с этим фиксатором. Вот. А еще, знаете, у меня такая идея, может быть, мне, наверное, нужно создать... Ой, лежачий полицейский. Создам я, наверное, отдельный канал для всей вот этой вот болтовни, потому что люди заходят посмотреть обзоры косметики и натыкаются на какой-то непонятный разговор, на какие-то карантины, покупки, не относящиеся к вообще целям канала. Поэтому создам какой-то отдельный канал, где будем с вами вот так вот общаться. О, боже мой, понаставят лежачих полицейских. Господи. Вот, а сейчас еще мне нужно заехать в Wildberries, забрать заказы. Если вам интересно, я могу вам показывать, что я заказываю в Wildberries, и вообще могу оставлять свои отзывы на заказы, потому что, может быть, кому-то из вас будет интересно, и если понравится отзыв, то вы, может, тоже закажете себе такую вещь, ну, как вариант. Почему бы и нет? Ой, кстати, знаете, Wildberries это отдельная тема. Они недавно меня так разозлили, и даже, можно сказать, разочаровали. Я даже не ожидала, что с таким можно столкнуться на этом сервисе. Вот, но оказывается, что от Wildberries всего можно ожидать. Я вам тоже расскажу отдельно уже. Я сняла даже видео на эту тему. Так, я ищу место для парковки. Вообще, знаете, магазины работают, люди покупают, все, люди гуляют на улицах. Сейчас вот я заехала в один из дворов, где есть местный магазинчик. Гуляют люди в масках, без масок, гуляют с детьми. Не, я не против прогулок, почему нет? Потому что сидеть взаперти с детьми — это тоже не вариант абсолютно. Просто я призываю к тому, что если вы решите выйти на прогулку с детьми, например, то, пожалуйста, выбирайте такие места, где вы не сможете встретить посторонних людей, где вы не сможете, ограничивайте контакты. Старайтесь, чтобы вы не пересекались ни на лестничной клетке, ни в лифте, ни на улице, чтобы вот у вас не было контактов ни с кем.
Так, ну мы едем дальше, и, собственно, уже пора мне закруглять свой мини-блог. Вот, и хочу я его завершить следующим обращением. Я знаю, что сейчас вот эта вся паника, она перегрета, она чрезмерно раздута. Поэтому, пожалуйста, не поддавайтесь панике. Просто соблюдайте элементарные меры гигиены и безопасности. То есть где-то уместно соблюдать интервальный промежуток между посторонними людьми на улице или там в магазине. И где-то уместно надеть маску, где-то уместно надеть перчатки одноразовые, которые вас защитят, ну хотя бы вот на каком-то таком, как сказать, ментальном, что ли, уровне. Конечно, берегите себя, берегите своих близких, берегите своих детей особенно, потому что наши дети и наши близкие в пожилом возрасте — это наиболее уязвимая категория людей, кого нужно в данное время оберегать. Но вообще, если вот на чистоту, да, то вот эта вся паника, почему я считаю, что она чрезмерно перегрета. Сейчас из каждого чата, из каждого там форума доносятся чуть ли не крики, что ай-яй-яй, какие вы нехорошие люди, кто гуляет, кто там вышел куда-то в магазин, почему вы не сидите дома, есть там разные сервисы, доставка продуктов и прочее. Вот. И вот такие люди, они настолько накаляют и ухудшают психическо-эмоциональное состояние других людей. И я хочу призвать, что, пожалуйста, не нужно этого делать. Если уже вы так сильно, ну вот те, кто кричат, кто призывает там чуть ли не убивать тех людей, которые выходят на улицу, вот если вы так сильно озадачились своим здоровьем, то вспомните, когда вы в последний раз, я не знаю, диагностировались на онкозаболевание, делали флюорографию. Почему вы считаете, что вот это пневмония COVID-19 это наиболее сейчас опасное заболевание? Ничуть. Потому что люди не понимают, что смертность, например, от онкозаболеваний, она никуда не делась, она не снизилась. Смертность от туберкулеза, она также на высокой отметке. Это, по-моему, вот эти лидирующие заболевания по смертности. Сердечно-сосудистые заболевания. Когда в последний раз вы проходили диагностику на сердечно-сосудистые отклонения? Поэтому, пожалуйста, перестаньте паниковать, перестаньте разжигать там войну между соседями, между своими знакомыми, а просто съездите и проверьтесь на жизненно важные вот такие заболевания, на онкологию, на туберкулез, на сердечно-сосудистые, на что там еще, ну вот такие вот заболевания, чтобы вы точно были уверены, что с вами все в порядке. Что-то я сегодня разговорилась. Ладно, я уже почти приехала, поэтому буду закругляться. Желаю вам огромного здоровья. Не болейте, берегите себя и своих близких. Это самое главное. Мы переживем эту эпидемию, мы не такие кризисы переживали. И сколько еще будет на нашу жизнь. Поэтому давайте переживем это все достойно, чтобы сохранить лицо и сохранить хорошие отношения между своими близкими и друзьями. Всех целую, всем пока.